Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим 3 бесподобно вкусных рецепта выпечки в аэрогриле. Безумно вкусный горелый чизкейк Сан-Себастьян, тающий во рту пирог с персиками и миндалем. И в конце видео я покажу рецепт полезного простого брауни, всего из пары ингредиентов. Первый рецепт, который мы приготовим, это обожженный или горелый чизкейк испанский, который называется Сан-Себастьян. Это такой аутентичный кремовый чизкейк. Вкуснее чизкейка я в своей жизни не пробовала, это правда. Он не просто так горелый, сверху у него карамелизированная корочка, а внутри он кремовый. В этом чизкейке нет основы, как в стандартном классическом. Готовится он, как оказалось, очень просто, а по вкусу это что-то бесподобное. Итак, начнем. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Для рецепта нам необходимо смешать 400 грамм маскарпоне с сыром, с сахаром 60 грамм. Заглядывайте в описание, там я оставляю рецепты со всеми ингредиентами. Смешиваем все миксером, добавляем постепенно яйца. Нам нужно добавить 3 яйца. Щепотку соли, вливаем жирные сливки 35%, 10 грамм картофельного крахмала. Его можно заменить на кукурузный крахмал, у меня именно такой. Также добавляем 1,5 чайной ложки ванильной пасты или ванильного сахара. Все взбиваем до однородной массы кремообразной. Масса должна быть жидкой. У меня металлическая форма, у которой края по 19 сантиметров, она небольшая, довольно высокая, она идеально подошла для такого количества теста. Я кладу на дно пергаментную бумагу, сначала ее мну, потом выкладываю плотно в форму. Края обязательно нужно отрезать, иначе они могут загореться в аэрогриле, если у вас сверху находится нагревательный элемент. Ставим в аэрогриль на максимальную температуру, у меня это 200 градусов, 40 минут. И в аэрогриль мы можем вообще не смотреть. Через 40 минут обязательно дайте ему постоять, остыть. Ни в коем случае не вытаскивайте из формы, иначе он прилипнет и будет плохо отходить от пергаментной бумаги. Когда вы достанете его из аэрогриля, вы можете потрясти форму и убедиться в том, что серединка как будто бы сырая. Так оно и должно быть. Оставьте его при комнатной температуре, поверьте, он дойдет и схватится. В этом именно вся фишка данного десерта. Я оставила его остывать в форме, потом накрыла фольгой и положила в холодильник. И уже на следующий день мы его кушали. Более вкусного чизкейка в своей жизни я не ела. Пусть вас не смущает загорелая корочка, так оно и должно быть. Я украшаю персиками, если вы хотите, можете украсить, например, сахарной пудрой, если вас смущает такой верх, и ягодами. Советую есть такой чизкейк охлажденным, он наиболее вкусный. Такого маленького чизкейка хватило на 4 человек, при том, что один из них маленький ребенок 2,5 года, но все съели реально за минуту. Он исчез со стола, и все были в восторге. Посмотрите, у него безумно кремовая консистенция, он такой нежный, воздушный. Поделитесь обязательно в комментариях, если приготовить. По вкусу он очень похож на запеченный крем-брюле. Это просто невообразимо вкусно. Обязательно советую к приготовлению. Второй рецепт – это очень простой и очень мягкий, тающий во рту персиковый пирог с миндальной мукой. Если у вас нет миндальной муки, можете измельчить миндаль в блендере.
Для рецепта используем масло сливочное комнатной температуры. Добавляем к нему сахар 180 грамм. Смешиваем венчиком сахар с маслом. Добавляем одно яйцо. В этом рецепте используется натуральный йогурт, у меня он с пребиотиками, поэтому кажется таким прокисшим. На самом деле это не так, он просто максимально натуральный. Добавляем к нашему тесту муку, нам понадобится 160 грамм обычной пшеничной муки. И миндальная мука 80 грамм. Если у вас нет, например, миндальной муки, нет миндаля, можно, конечно же, заменить в такой же пропорции и добавить 80 грамм обычной муки. Но не советую делать такую замену, потому что именно миндальная мука придает этому пирогу какой-то необыкновенный вкус. Тесто готово, оно должно быть очень густое. Теперь займемся персиками. Можно использовать 1 или 2 персика. Я люблю, когда в пироге много фруктов, использую 2 персика. Режем мелко на кубики. Предварительно разогреем аэрогриль при 200 градусах 3-5 минут. Добавляем к персикам немного сахара, 1-2 столовые ложки. Этот шаг можно пропустить. У меня невысокая форма, силиконовая, примерно 19 см в диаметре. Тут советую проложить обязательно пергаментную бумагу на дно, если вы не уверены, что к вашей форме не прилипнет пирог. Или же, например, намажьте сливочным маслом и посыпьте сухарями, манкой или мукой. И потом только выкладывайте пирог. Можно персик замешать уже в тесто, или же сделать, как я, просто положить его и вмешать в тесто уже непосредственно в форме. Разницы в этом нет, получится и так вкусно. Кладем в разогретый аэрогриль наш пирог и ставим на 160 градусов 25 минут. Если будете выпекать такой пирог в духовке, то на это потребуется примерно 50 минут. У пирога загорелая корочка, внутри он полностью пропечен, но он очень нежный и рыхлый, поэтому мне было довольно трудно его вытащить из формы. Лучше использовать форму как разъемное кольцо или же подложить пергаментную бумагу, чтобы проще вытащить. Посмотрите, он рыхлый, вкусный, невероятно ароматный. Просто обалденная выпечка, обязательно попробуйте. Кстати, в данном рецепте можно заменить персики на любой другой фрукт. Я думаю, будет не менее вкусно. Всем приятного аппетита! Спасибо тем, кто остался до конца этого видео. Сейчас я покажу, как приготовить ПП брауни. Практически из пару ингредиентов. Нам понадобятся яблоки, 2 средних яблока, извлекаем сердцевину, и тут есть 2 варианта, как приготовить. Я буду яблоки запекать, но данный рецепт этого не требует. Вы можете использовать яблоки сырые. В данном рецепте это будет даже быстрее. Если запекаете в аэрогриле, то выпекайте при 180 градусах 15 минут. Если же используете сырые яблоки, то просто очистите их от кожуры и сердцевинки. Я же остужаю яблоки и очищаю их от шкурки. Кладем яблоки в блендер, добавляем 2 яйца, какао горький, натуральный, который без сахара, 2 столовые ложки, немного разрыхлителя, пол чайной ложки и кокосовое масло, 1 столовую ложку. Тесто готово так просто и быстро. Повторюсь, шаг с печеными яблоками можно пропустить. Если у вас какао горький, то, конечно же, брауни будут горькие. Для сладости можно добавить любой полезный
подсластитель, я добавляю немного кленового сиропа. Можно добавить, например, стевию, эритрит со стевией, либо же мед, сироп топинамбура, все, что есть у вас дома и все, что вы можете кушать. Распределяем тесто по формочкам. Как вы заметили, тесто жидкое. У меня из данного количества получилось 8 таких небольших кексиков. Кладем в аэрогриль на 170 градусов 20 минут. Если выпекаете в духовке, то это примерно 180-200 градусов 40 минут. Брауни получаются очень вкусные, полезные. Обязательно попробуйте их приготовить, особенно летом, когда мы следим за фигурой. И такой рецепт можно деткам. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца, что поддерживаете канал, ставите лайки, комментируйте. Я вам очень за это благодарна. А мы с вами увидимся скоро в новом видео. Пока-пока!